Вот это кэшбэк. Оформи карту Black до конца октября и получи кэшбэк 10% в популярных категориях. Очень заметный кэшбэк. Т-банк. Он такой один. Все. Всех приветствую! Здравствуйте. Вы на канале Егор Копосов. Меня зовут Егор, это мой дружище Алексей. Сейчас мы едем за дровишками. Сегодня мы будем заготавливать дрова. Позже мы будем заниматься еще небольшими бытовыми делами. Очень много разных задач, которые нужно нам сделать за 2 дня и за 1 ночь. Так что времени у нас нет. Заехали мы уже после обеда. Сейчас за дровами едем. И получается, уже у нас первый день световой закончился, друзья. Так что всем приятного просмотра. Лайки, комментарии приветствуются. Потом мы загрузили полный УАЗик прямо доверху. Все, едем в избушку. Очень подвезло с погодой нам в этот раз. Я уже думал, что погоды больше теплой не будет, но откуда ни возьмись у нас пришло бабье лето. Я не знаю, что было до этого, когда я ходил в землянку. Вот. Но сейчас у нас второе бабье лето, можно так сказать. Мы привезли уже, получается, 2 машины дров, привезли елку. Вот. Елка самая то, пойдет на растопку. Но прежде чем начать колоть дрова, мы решили сделать небольшой перерыв. Друзья, сегодня будем пить чай из самого настоящего самовара. Я так очень долго искал тот самый самовар. Хотелось самовар не в каких-то классических цветах, там, в серебряном, в золотом цвете, а хотелось самовар в каком-то эксклюзивном цвете. С рисунком, с гравировкой, с узорами. И я наконец-таки нашел тот самый самовар. Вот он, тот самый самовар, который я хотел. Темный цвет. Золотистый рисунок, и он, друзья, на углях. То есть не простой электрический, а именно тот самый настоящий самовар, который у нас был раньше в старину у бабушек и дедушек. Самовар 2,5 литра на 3-6 человек. Прямо самое то, настоящая золотая серединка, которую я хотел. 2,5 литра объем. Латунь L63. Внутри самовар обработан пищевым оловом,
который предотвращает отток кислот. Вот прямо вообще нет слов. Самое то. Сейчас так, заливаем воду кипятим и пьем чай. Наслаждаемся самым вкусным чаем на углях. Лучины, друзья, прям моментально пыхнули, как порох. Коптит, будь здоров. Топлю сосновыми, получается, дровами. Прямо, знаете, настолько пропитанные смолой. Прямо как это, можно ромку использовать дома. Моментально разгорается, коптят, будь здоров. Сегодня пьем мы черный чай с дикой смородиной. Так что, Алексей Анатольевич, давай по чайку, да, поработаем. Давай. Как тебе дизайн? Своеобразный. Ну, Оригинальный. эксклюзивный дизайн. Жаропрочные, здесь ручки из бука, руки не обожгешь. Модель, кстати, называется Чукотка. 2,5 литра, я считаю, достаточно. Там есть еще 5-7 литров, но это прям на большущую команду. У нас здесь только не бывает. Редко. Да. Единственный эксклюзивный вот такой вот самовар. В таких черных цветах с узорами. Очень интересный дизайн. Считаю, подфартило. Может быть, кого заинтересовало, ссылочки оставлю в описании под роликом. Но чай прям шикарный. Это не тот чай, который с плиты, а он такой еще со вкусом дымка такой вот. Прям своеобразный вкус. Очень приятный вкус. Мед-то вкусный какой. Че, думаю, хватит, да, на сегодня? Подкинем еще? Ну да. Решили разделиться. Алексей у нас будет колоть дрова. Я хочу перекрыть туалет андулином, вот как на беседке делал. Остался немного андулин. Перекрою туалет. И чего. И дальше будем заниматься дровами. Рубероид у нас уже прохудился. На солнце он стянулся. И вот, смотрите, порвалось. И здесь, смотрите, аналогично. Если бы не было второго слоя, то крыша бы у нас протекала. Я, наверное, даже прямо по рубероиду буду стелить андулин. Ничего страшного не будет.
Вот из-за чего не люблю осень, так это световой день очень короткий становится. Начал я еще засветло делать крышу, и уже все стемнело. Я, конечно, могу и под фонариками, но это не то. Наверное, придется завтра продолжить. Что-то я не хочу по темноте работать. Вот. Так все вроде бы и хорошо получается, быстро. Тут, в принципе, да и ничего сложного. Вот в 2 ряда будет крыша перекрываться. Как ты говоришь, Акита или что? Аника? Анника. Четко. С дровами мы на сегодня закончили. Получилось вот собрать 2 поленницы. Такой результат. В прошлом году мы заготавливали тоже 2 поленницы. И за зиму у нас ушла только 1 поленница. Вот, 1 поленница осталась. Получается, у нас этого должно хватить на этот год. Здесь в основном елка, вот этот ряд, и здесь половина. Здесь вот клен, в том углу береза. Так что будем топить в миксе с елкой, с кленом и с березой. Какая-то елка сухая, прямо сушинка, какая-то еще сырая. Я думаю, вперемешку пойдет очень даже хорошо. К сожалению, в этом сезоне мне не удалось заснять ни единого кадра поединка 2 рогатых великанов. Как я не старался перемещать фотоловушку по лесу, удалось всего лишь запечатлеть звуки самцов, которые издают во время гона. Гон – это период поведения животного в брачный период.
Протягиваем электричество в беседку. Будем тянуть провод в гофре. Купил я провод. Так, здесь 20 метров. Здесь его прямо запасом. Тянем до беседки. Потом у нас от беседки будет развязка на прожектор. Уличный еще один я докупил, чтобы освещение было как туалету, чтобы видно было. Вот, и потом пойдет у нас развязка на, получается, освещение в самой беседке. Все, Егор. Солнышко так хорошо светит. Кстати, вчера погода была настолько теплой, что мы, когда приехали, пчелки делали облет. Осенью это встретить очень редко, так как погода уже не летная. А тут я посмотрел, прямо каждый улей вылез и это делали облет. Молодая пчела сделала облет на зиму. Хорошо, тепло сегодня. Перекрыли мы полностью туалет. Вот он, красавец. Самый красивый туалет в Дикой Удмуртии. Смотрите, со всех сторон красивенький. Ушло сюда где-то 11 листов. Еще осталось очень много обрезков. Но если составить, то это примерно будет 1 лист. Вот, смотрите. Все идеально, все прямо тютелька в тютельку. Ничего лишнего. Все хватает. Так вот. Очень много листвы в водостоке. Нужно эту листву сейчас убрать. Достану стремянку и воздуходувкой это все собью. Понятно, что листва еще на деревьях-то есть, она еще упадет. Но это все-таки будет получше. Как практика показывала, эта листва потом остается в этих желобах. Еще осенью идет дождь, потом это все замерзает, и в желобах все это остается. И весной никакого, получается, оттока воды по вот этим по желобам нету. Это надо убрать.
Все дела мы, друзья, переделали. Можно теперь со спокойной душой встречать зиму. Дрова есть, туалет перекрыт, андулин мы полностью выработали. Освещение в беседку сделали и встречаем зиму. В следующий раз мы приедем сюда заносить пчел. Это примерно в ноябре месяце. Может быть, конец октября, начало ноября. Посмотрим, как от погоды. Всем спасибо за просмотр. Пока. Скоро увидимся. До свидания.